уже в достаточно серьезном возрасте я поняла, что жизнь моя проходит как-то неправильно. У меня идеальная работа. У человека есть эти рефлексы. Мода 2020. Не чанг, фридайв. Так появляются фридайверы. Поэтому мы добавляем туда воздух из легких. Ола, друзья! И сегодня мы едем на фридайвинг. Сейчас встречаемся в кафе с Татьяной и будем проходить теорию. Потом поедем сегодня в бассейн, а завтра мы поедем нырять на острова, на большую глубину уже. Если мы чему-то научимся, конечно. Так что посмотрим. Поехали. Поехали завтра. На фридайвинг. Поехали на фридайвинг. Поехали на фридайвинг. Татьяна наш инструктор. Наш инструктор будет по фридайвингу. Мы заполняем сейчас профайл. Да, фридайвинг профайл. Вот сейчас будем проходить теорию. Все необходимые бумаги для того, чтобы заниматься таким рисковым делом, как фридайвинг. Да, все напоминает, в принципе, как и дайвинг, который я проходил именно скуба-дайвинг, да, тоже эти медицинские всякие вещи нужно, да, указать обязательно. Это у нас получается сейчас уровень 1. Хотела быть ихтиологом рыбоводом. И всегда любила море. Я выросла у моря во Владивостоке, в Находке возле Владивостока, но никогда не работала по специальности. То есть уже в достаточно серьезном возрасте я поняла, что жизнь моя проходит как-то неправильно, пора многое менять. И сначала я занималась скуба-дайвингом достаточно много. Я очень много дайв-сафари прошла. Я ныряла на Галапагосах, на Мальдивах, на Папуа. Самые красивые места обныряла. А потом поняла, что мне не нужен акваланг совсем. И мне нужна свобода под водой, мне нужно двигаться и чувствовать невесомость. И поэтому я стала искать информацию о фридайвинге. И мы с дочкой нашли, то есть стали немножко продвигаться в этом направлении. Это было, конечно, не за 1 год, это было несколько лет. И в один прекрасный момент я решила остановить всю свою жизнь и взять полный комплекс фридайвинга. То есть я прошла все курсы, мастер-курс, потом инструкторские курсы, стала инструктором. Я закончила курсы инструкторов в 2014 году, в мае 2014 года. То есть уже 6 лет, 7-й пошел, как я работаю только инструктором по фридайвингу. We go up together. Like this? Yeah, and you bring me to surface. Next stroke. Straight down. Can change your buoyancy. Все, вот мы и закончили теорию. Сейчас поедем в бассейн. Это где-то здесь недалеко. Вот. Выучили, поняли азы, как вообще работает наше тело, как спасательные штуки на всякий случай, типа рескью, вот, как действовать в экстренных ситуациях. Вот, сейчас поедем практиковать в бассейне сначала, и потом завтра уже в море. Все, вот мы и в бассейне. Здесь пока никого нет, красота. 50 метров бассейн. Вот, нам, чтобы на первый уровень, надо научиться плавать под водой в бассейне 30 метров в длину, а на открытой воде в море нужно научиться нырять от 10. От 10 метров в открытом? 10 минимум надо. 10 минимум надо уметь в открытом и 30 метров здесь проплыть. Вот. Интересно, справится ли Найви? Я очень люблю синий цвет.
Вот для меня фридайвинг это когда ты смотришь в море и все время вокруг синее. То есть для меня быть в воде, под водой, вот это то состояние, в котором я чувствую себя счастливой. И очень люблю, когда вокруг море. То есть сейчас у меня идеальная работа. Я все время вижу море, синий цвет, и все время лодки в море. То есть это вот тот образ жизни, который мне очень нравится. Так, в общем, мы попрактиковались дышать здесь, просто у берега бассейна, чтобы привыкнуть немного. И уже немного выработалось на автомате практически. Ну, как, пока еще все думаешь об этом, но должно выработаться, как я понял, да, на автомате должно быть, чтобы не думать об этом просто. Вот, и сейчас мы потом сделали разминку, это обязательно нужно, конечно, делать. Поэтому у меня, наверное, ноги постоянно сводило, потому что я не делал этого. Вот, в принципе, я уже узнал много нового, да, в принципе, у меня опыт какой-то есть, но нету знаний достаточных. Много вещей я делал вообще неправильно, как я понял. Вот, в общем, короче, идем переодеваться и будем практиковаться здесь, в бассейне, просто, как это называется, статика, да, в статике будем делать упражнения, тоже те же самые упражнения, только в статике, в воде, вот, уже привыкать больше к воде, а потом будем делать уже динамику, то есть в движении, плавать под водой, мерить вес, сколько нам нужно веса подбирать, правильное количество груза. Вот в этом уже большом бассейне, 50 метров. Is it okay? No? What are you doing? Relax your belly. Relax your chest. Это маска для фридайвинга. То есть у нее разделенные стекла, здесь меньше воздуха, чем в скуба-дайвинге маска, там больше воздуха, а это нам не нужно. Все, сейчас закончили с маленьким бассейном. Теперь идем в более большой и глубокий. Hold your breath. Ну и почему-то оказалась там, в другом конце. Я думаю, она сильно расслабилась, просто не видела, куда плывет. Фридайвинг – это ныряние в глубину на задержке дыхания. То есть у человека есть специальные рефлексы для этого, и мы, инструктора по фридайвингу, показываем, как использовать собственные возможности. То есть просто мы не учим ничему на самом деле во фридайвинге, инструктора. Мы только показываем, как вы можете использовать ваши врожденные способности для того, чтобы осваивать подводную часть нашей планеты, потому что под водой гораздо больше, очень много интересного. То есть у человека уже есть рефлексы? У человека есть эти рефлексы, и если вы умеете использовать их, если вы знаете, что это есть, то вы можете заниматься фридайвингом. То есть фридайвинг – это естественное состояние человека, естественное состояние задерживать дыхание и быть под водой на задержке дыхания. В общем, когда мы плыли туда, Нави проплыла намного дольше. Она проплыла почти 45 метров, а я где-то 30, наверное, да? Сейчас у тебя получилось больше, наверное, почти 40. Сейчас больше, да? Да, и нырятельный рефлекс работает лучше. И в следующий раз, может быть, еще больше, еще больше. Ну, другое дело, что нам не надо сильно уставать, потому что мы завтра должны быть достаточно свежи для глубины. Поэтому сейчас мы начнем делать другие упражнения. Плавать только на руках, плавать без маски. И, собственно, осталось только и поворот. Еще мы поучимся делать поворот.
Осталось 3 упражнения и все. А Нави как-то там оказалась в другом конце бассейна. Чересчур расслабилась. Я видела, что она пошла в сторону, думаю, ну на двоих я не разорвусь. Так, вот, все, мы и закончили в глубоком бассейне. Нави меня делает по всем параметрам здесь. Кроме статики. Кроме статики, да. Просто если не двигаться, то я задерживаю дыхание почти в 2 раза дольше, но проплывает она дольше намного. То есть у меня как-то расходуется пока быстро. Я хочу всплыть, вот немного проплыву, и все, у меня уже это тянет, хочется всплыть. А Нави нормально, она вон почти 50 метров, почти весь этот бассейн, да, проплывает. Я где-то, наверное, 40. Вот. Так что завтра продолжим в море. Посмотрим, кто кого завтра сделает. Да, у меня с продувкой... Похоже, что она тебя. У меня, да, с продувкой же проблемы. У Нави, я думаю, нету. Вроде она нормально продувается, поэтому, да, мне будет сложно с глубиной также. Ну ладно. Не настраивайся. Да. Все, пока бассейн. Такой приятный, когда никого нет. Шикарный, да, я люблю, когда никого нет. Спокойно. Coca-Cola. Coca-Cola, no Камера. Coca-Cola. А? Coca-Cola, it's okay. Заехали покушать после придания. Такое место местное. Чуть подороже здесь стоит. Чуть меньше $2 за блюдо. Ну, наверное, будет что-то большое, мне кажется. Большая порция вкусная. И йогурт взяли попробовать. It's ice cream. Very yum yum. Йогурт стоит 20, то есть $1. This is all mine now. What's this? Frog? Frog? I think it's frog. No. Улиточки. Welcome to улиточника. This is delicious. Mine is fish and it looks more delicious. Все, вот мы и поели, вернулись домой. Было много, вкусно, чуть дороже. Почему-то кола была за 20 тысяч, что в 2 раза дороже, чем обычно. Я думаю, нам тут все-таки прайс мало-помалу увеличивают, как для иностранцев. Ну ладно, что поделать. Все, будем работать, отдыхать. Баджао Нави будет спать. Увидимся завтра. Доброе утро. Ты что, здесь уже можно нырять? Да, это Лена, подруга моя, она будет охранять наши вещи. Нави? Дима. Дима. Дмитрий. Найви. Все, вот мы на море сегодня. Прям оказывается рядом с нашими апартами пляж, где можно нырять. Прикольно. Я даже и не знал. Нажал, все. Все. Нажал, пошел. Да. Вот, смотри, все, пошли. Дима, возьми немного правее. Это зад. Поверни. Все. Вот. На рассвете, как мужчина одевает штанчики. Нет, ты поближе, выйди, не хочу так вот. Я тебе серьезно помогу. Я сяду, короче, сюда. Вернитесь, мужчина. Вам боди-партнер вашего инструктора говорит, вернитесь обратно. Я поймал баланс тут. А почему в воде надо одеть? А ты на суше его не оденешь. Открытая пора внутри, она не скользит по коже вообще, она прилегает к коже и присасывает. А в душе? В уши. На лодке мы это делаем с мылом, внутрь мы Это ничего что? не вливаем. Ладно. Отлично сидит, прям, знаете, прям, ну, нужно, знаете, мода 2020. Не чанг, фридайв. Вот, вы тоже уже одели. Давайте хоть фрак оденем вместе. Ну что? Ну подожди, ну что? Я тебе говорила, куда руки деть? Да засовывай голову. Вот. Так появляются фридайверы. Рождаются.
Из этой дырки рождается. Из этой дырки рождается. Вот, посмотрите, все самки. Рука не одета. Танюш, рука не одета. Воды в руках запусти. Все, я выключила. Сюда? Все, в общем, мы закончили, вышли из воды. Мы не брали с собой камеру, GoPro, потому что у меня нет веревки, да и там смысла особо нет. Сегодня вода не очень чистая, видимость метров 5. Вот, поныряли. Нави там вообще все сделала, просто сразу. Нави прирожденный ныряльщик, наверное. Did you say about my mother? Сразу на 10 метров нам все дела, все сдала. Вот, я одно упражнение не сдал, у меня после первого раза ухо перестало продуваться. Первый раз нормально продулось, 5 сделал, 10 нырнул, а по второй раз уже не получалось нырнуть, и нужно было маску там под водой снять и всплыть без маски. Вот это пока не вышло. Вот, ну ничего, мы будем сейчас еще снимать. Я еще другую группу поснимаю, просто не буду участвовать, буду поснимаю, и потом в воскресенье еще будем именно сдавать экзамен, ну и упражнения делать. На спасение, рескью, вот, и все такое. Погода хорошая, солнце выше, только вода прохладная, конечно, да. Без костюма было бы холодно. I feel yourself cool? cool. Just same. I always do this before. You didn't do 10 meters. 10 meters, me? Yeah, I did? it's first time. Me? Really? Yeah, No, it's not first time. it's first time, it's so deep. So deep, 10 meters. See, I can do more. Piece of cake. Нави вообще на 10 метров легко. Говорит. Ну, она говорит, что ныряла так, но не. Я думаю, мы максимум до этого ныряли на метров 6-7 на Филиппинах. Вот. У нее прям хорошо уши продуваются, у меня нет. Я на дайвинге всегда, у меня долго это происходит. Постоянно какая-то жидкость внутри. Вот мне Тиана посоветовала не пить кофе и молочку перед этим за день хотя бы. Попробуем, может будет лучше. Очень важно, конечно, перестать бояться моря, ну, воды. То есть, если вы хотите заняться фридайвингом, очень важно плавать, не скажу, что хорошо и профессионально, очень важно уметь взаимодействовать с водой. То есть, возможно, сначала нужны занятия в бассейне, чтобы вы не боялись, не паниковали на глубине, не боялись быть в воде. Вот это очень важно, уметь расслабиться в воде. Фридайвинг – это расслабление. Еще какой совет? Начинать лучше, конечно, с профессионалами, то есть если вы уже хорошо держитесь на воде и хотите нырять, изучать подводный мир, то лучше, конечно, пойти на курсы фридайвинга и пройти курсы фридайвинга, потому что именно там вам инструктор покажет, как вы можете использовать свои способности. У меня было очень много практики, когда люди учились по интернету, спрашивали советов у друзей. Лучше, чем это покажет вам инструктор и поможет вам. То есть он увидит вас со стороны и подскажет, что надо делать, как надо делать это правильно. А сами вы никогда этого не увидите. Ола, и сегодня мы идем нырять в море. Вот только мы не будем проходить никакие экзамены, не будем проходить упражнения, мы просто едем с другими ребятами, с другой группы, которая будет заниматься с Татьяной. И я хочу просто поснимать на нормальную, хорошую камеру, сделать фотографии и так далее. Ну и поучиться, попрактиковаться, нырять и снимать одновременно. Потому что это моя главная цель зачем я учусь фридайвингу, чтобы снимать. Да, если я еще не сказал, что мы сотрудничаем с Татьяной как по бартеру, я ей делаю ролик, а она нам проводит обучение за это. Взаимовыручка такая. Вот. И завтра мы уже будем именно проходить упражнения. Осталось нам пройти упражнения на спасение в море, а мне осталось еще маску снять на 10 метров и всплыть без маски. Вот, так что поехали. Сейчас едем в порт и выезжаем на лодке. Вот такую палку я себе купил для подводной съемки. И еще у меня подводный бокс есть. Так что теперь будет веселее нырять. Камера, она водонепроницаемая, но она только на 10 метров. А теперь можно будет без ограничений практически.
полчасика в центре подождали. Сейчас поедем на лодке. В порт, на лодку с дайверами, с фридайверами. Столько людей здесь, прям вообще как будто ничего не было. Наша лодочка, Татьяна наша. Ой, Дима, привет. Привет. Мое почтение. Все, вот едем мы на остров, в общем. Будем нырять рядом с островом. И в группе также у нас дайверы есть, фридайверы. Вот. Ну, дайверы будут сами по себе, соответственно, кто-то другие фридайверы сами по себе. И вот у нас группа обучающихся, вот несколько человек. Некоторые уже со вторым уровнем, и вот ребята с первым уровнем. Из ЮАР, из Тайваня. Вот, с ними познакомился. Вот, будем нырять. А мы будем с нами просто плавать, снимать. Она будет с GoPro снимать, я с большой камеры. This is shampoo for wearing freedivers with you. It's a brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day. When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks. Show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you. Все, вот мы переоделись, почти готовы прыгать. Наверное, смешная в костюме. Интересно будет посмотреть, что здесь за подводный мир. Вот. А костюм они надевали с мылом, чтобы легче было надевать. Вот. Фридайверские костюмы, они прям сложно очень надеваются, потому что такие они очень обтягивающие, должны сохранять тепло, вот, но и не стеснять движения. Мы сегодня в обычном, я в дайверский, да, фридайверский. When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks. Show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you have to. Сколько здесь глубина? Мы хотим хотя бы 30 найти. 30, да, желательно 30. Там какая-то медуза, что ли, большая, красивая. Или пакет? So when you're going up too far. Все, пару дайверов по уровням выше оставили. Там на 30 метрах они будут нырять, а мы поедем на более мелкое сейчас.
Я слышала очень много мнений, что во Вьетнаме фридайвинга нет. Во Вьетнаме сложно заниматься глубоким фридайвингом, глубже 50 метров, потому что надо брать отдельную лодку, уезжать далеко и искать. Это дорого достаточно. Но для курсов фридайвинга, для первого-второго уровня, когда мы ныряем до 40 метров, здесь в Ничанге, во Вьетнаме, очень хорошие условия. Потому что здесь слабые течения, здесь хорошая достаточно видимость под водой, но недалеко. То есть вот я для своих студентов, для первого уровня мы ныряем на глубинах до 17 метров. А для второго уровня там уже 20-30 метров. И мы знаем, что под нами дно. Не 300 метров, а дно. И это достаточно комфортно, даже для опытных очень людей. Вот, поэтому научиться здесь нырять, отработать свои навыки, отточить, пройти первый, второй, третий уровень очень комфортно во Вьетнаме, в Ничанге, собственно, потому что здесь безопасно, нет больших животных в воде, то есть мы не встречаем никаких огромных акул или там скатов, к сожалению, но зато безопасно, и человек понимает, что здесь очень комфортно и спокойно нырять. В одном месте закончили, там было 10 метров у нас. Сейчас плывем на 20, будут ребята нырять. Сегодня у меня намного лучше, нос продувается. Я примерно на том же уровне с ребятами погружался спокойно. Учитывая, что у меня была камера, то круто. Вот. Сейчас продолжим. Буду снимать, фоткать, все дела. Нави кушает драгонфрут. Нави на любимое время. Нави фаворит.
Magic rings. I'm no priest and I'm no prophet, neither monk nor modern man. I'm no shepherd, I'm no wolf. Все, вот и закончили. Так что едем домой. Voice when I tremble, be my strength when I'm weak, be my path in the darkness, and every word I speak. I'd rather stumble than feel whiskey. I'd rather bleed than feel raw. For you are king of my companions, the weak, the broken, and the flawed. Lead me, Father, to the Pharaohs, and put your spirit on my tongue. Guide me, Father, from the desert. Let not your song remain unsung. Все, закончили. Поехали домой. Дома поговорим. Устали. Что самое сложное и как с этим бороться? Ну, Самое сложное вот в моей практике, это когда человек не продувается. То есть есть физиологические какие-то особенности, когда евстахиевые трубы, либо синусы, туда не проходит воздух. И я очень часто советую людям обратиться к врачу, убрать эту проблему. То есть ее можно убрать, если это воспаление какими-то медицинскими препаратами, либо физиопроцедурами. И потом уже опять вернуться к фридайвингу. Большая часть людей бросает фридайвинг, потому что не могут продуться. Но есть люди, кто упорно двигается в этом направлении, практикуется, делает какие-то упражнения и потихонечку углубляются и ныряют. Да. Это не, ну, как бы это не приговор. Если у вас нет продувки, то есть вы можете нырять только до 5 метров, дальше у вас уши не дуются, все плохо. Это не приговор, на самом деле, с этим можно работать и что-то делать, и пройти этот барьер. вообще для чего продуваются? Продуваются, потому что под водой давление повышается, и наши воздушные полости, синусы, гайморовые пазухи, евстахиевые трубы, в них воздух сжимается, и у нас могут быть там кровоизлияния, мы чувствуем боль, поэтому мы добавляем туда воздух из легких, мы берем его из легких и добавляем, как бы додуваем в эти полости, выравниваем давление внешнее и внутри нашей головы. Ола, итак, вот следующий день у нас настал. Мы сегодня едем на лодке. Сегодня будем уже сдавать наш первый уровень, будем сдавать упражнения. Вот вчера отлично поныряли. Ну, вчера просто я снимал, как другие ребята ныряют. Но у меня вчера уши продувались уже нормально. Не знаю, с чем это связано. Я спал перед этим специально без кондиционера, чтобы мне насморка не было. В общем, ну, как Татьяна сказала, не пил кофе перед этим, молочку, выпечку и так далее. Вроде стало получше, посмотрим. Надеюсь, сегодня будет нормально, чтобы сдать. Вот вчера самое страшное было, это, конечно, в пещеру нырнуть. Вроде ты такой нырнул, смотрю, вход уже такой, ну ладно, надо нырять уже. А там уже, ну ладно, надо вынырять, а оно такое довольно длинное оказалось. Так, ну ладно, пойдемте искать Татьяну. Нави уже голодные. Любимая часть это есть во всем этом. Вот, лодки отправляются.
Погода супер. Как-то так. Nostalgia doesn't mean I want you. Take my life, then give it back. Give it back. The most wanted on my favorite playlist. Don't worry, baby, it'll pass. Вода чистая и грязная одновременно. Она и прозрачная, и в то же время здесь какая-то столько пластика, грязи какой-то человечьей. Всё. Плыли довольно-таки долго, я не знаю, час, наверное, точно. Больше, чем вчера. Сейчас, походу, каникулы школьные настали. Все, еще тут билеты на входе 22 тысячи. $1 выходит. Водичка прикольно выглядит в очках. Без очков обычно. Все, мы переодеваемся. Переодеваемся, идем в море сразу сдавать наши экзамены. Я инструктор 3-го уровня и могу вести курсы и сертифицировать на 1-й уровень, 2-й и 3-й. 1-й уровень длится 2 дня и стоит $250. На курсе мы проходим теорию сначала и практику на суше, то есть мы учимся дышать, учимся, как делать rescue, то есть как спасать бодипартнера, если случился blackout. Потом мы идем в бассейн, и там проводим 2 дайв-сессии. Одна сессия на статику, 2 на динамику. И 2-й день мы выходим в море на лодке и ныряем там 2 дайв-сессии на глубины до 20 метров. То есть 1-й уровень — это глубины минимум 10, максимум 20 метров. Куда-то все вьетнамцы делись, разбежались. Мы закончили курс, можно нас поздравить. Все, мы поныряли еще на 15 метров добавок. Так, ради развлечения. Вот, а сейчас будем просто плавать, наслаждаться. Вот там лавочка была. Я не снял, у меня батарея села. Будем там нырять, фоткаться, видео снимать. Вот, сдали rescue, спасение. И маску под водой снял и поднялся. Но Нави, по-моему, не снимал. У меня уже, наверное, села батарея. Так что уровень 1 пройден. Курочки.
Инструктором сразу нельзя стать, надо нанырять 100 фридайв-сессий. То есть, по идее, должен быть еще мастер-курс. Он так отдельно стоит, он не сертифицируется, но человек за это время набирает количество дайв-сессий, он тренируется, то есть у него набирается опыт, как работать с другими людьми, как взаимодействовать. Они увидят, что делает инструктор. И после этого можно идти на инструкторский курс. А сколько он стоит и сколько длится? Инструкторские курсы стоят по-разному. Это зависит от места, где проводятся. Я их не могу сейчас проводить, поэтому я не скажу ничего на это. То есть я не инструктор-тренер пока. Если вдруг стать инструктором, как сложно найти работу? Ну, молодым людям найти и говорящим по-английски работу найти несложно. Ну, не во Вьетнаме. Во Вьетнаме, конечно, сложно, потому что у нас еще не так много фридайверов здесь. И работать на какой-то дайв-центр платят очень немного людям, кто работает на дайв-центре. Работа сложная, достаточно тяжелая физически, а зарплата не очень хорошая. Поэтому, ну, как бы, если кто-то хочет стать инструктором, мой совет — открывать свою школу где-то. Но это тоже годы. Ну, должны пройти годы, чтобы развить эту школу, как бы ее везде проанонсировать. Вот, поэтому, ну и лучше, конечно, ехать куда-нибудь, где много фридайвинга. Это либо Европа, либо Филиппины, Индонезия. То есть работать инструктором в какой-то школе уже, которая есть. То есть попрактиковаться, конечно, лучше там, а потом уже поехать куда-то. Ну, если есть такое желание открыть свою школу. Все, вот и закончили, поныряли. Просто так. Так, чисто. Под конец начал. Вот. Начало хорошо, уши продуваются, потом плохо. Надо сначала мне глубокие делать. Вот наша лодка уже пришла. Так что погнали домой. Погнали домой, поехали домой. Спасибо всем за просмотр. Пишите, что думаете по этому поводу. Как вам такой формат фридайвинга. И пишите свои комментарии. Делитесь с друзьями. И скоро увидимся. Пока-пока. Да, когда здесь никого нет, пусто. Здесь намного лучше и прикольнее, чем когда было столько людей здесь. Туристов местных. Водичка, конечно, классная, чистая. Наверное, пока самая чистая, что мы видели во Вьетнаме. Ну, еще, наверное, с погодой. Наверное, многое от погоды зависит. В разное время, разная прозрачность. Пока вот так, прям как на филах. Пока-пока. Увидимся скоро. Увидимся скоро. До свидания. До свидания. Oh, I want this picture here.
Спряталась. Все, будем прощаться. Спряталась. На авиа. Спасибо. Вы молодцы, у вас все хорошо получалось, очень здорово. Да. С вами Всё. было приятно работать. Круто. Да. Вы молодцы. Вы молодцы, да. Все, пока-пока. Поехали домой. Все.